Сегодня очень многие семьи заводят дома четвероногих друзей, но тем, кто еще выбирает себе домашнего питомца, нужно знать, что существуют так называемые грозные и опасные породы собак. Многие породы собак были выведены людьми не с добрыми намерениями. Существует множество пород, которые без правильной дрессировки не способны побороть животные инстинкты. Следовательно, такие собаки могут нести в себе угрозу как для людей, так и для других животных. Как раз именно о таких породах собак мы вам и расскажем. Пакистанский бульдог, он же гульдонг. Пакистанский бульдог относится к разряду самых опасных и агрессивных пород. Это прежде всего бойцовые, охранные, охотничьи и сторожевые собаки. Бульдог – крупная собака, обладающая очень высокой силой и мощью. Наибольшим спросом собака пользуется в таких странах, как Афганистан, Пакистан и Индия. В данных странах этих пород содержат в качестве сторожей и охранников. Бульдоги – это серьезные, умные и внимательные собаки, с сильно развитым чувством собственности, что позволяет им быть прекрасными сторожами и отчаянно охранять свою территорию от любых нарушителей. Они очень недоверчивы к чужим, и никогда не будут раздумывать, защищая свое. Соответственно, нужно аккуратно относиться к тому, чтобы брать без разрешения ее игрушки, еду или другие предметы, и прежде всего это нужно уяснить детворе, если данная собака проживает в семье. Бульдоги абсолютно не подходят для городской жизни. Их подозрительность к незнакомым людям, враждебность к другим собакам, а также повышенная агрессивность делают их очень опасными для города. Лучшим местом для их содержания будет двор частного дома за хорошо укрепленным и высоким забором. Пакистанского бульдога очень сложно дрессировать, и для обычного любителя собак это не лучший выбор. Эта собака способна противостоять волкам и медведям, так что контролировать ее достаточно тяжело. Такой собаке нужен хозяин, который понимает, как управлять доминантной и агрессивной собакой. Поэтому лучше всего, если владелец бульдога будет профессиональным кинологом. Канарский дог, или же пресса канария. Эту породу обучали для охоты еще в XVIII веке. Если пес атаковал, то сопротивление жертвы было бесполезно. Канарский дог имеет невероятную силу, противостоять которой сможет далеко не каждая матерая собака. Благодаря своим размерам, а также врожденной агрессии и бесстрашию, канарский дог способен охотиться на крупного зверя, и поэтому он существенно помогал людям в этом деле. Пресса канария уже давно не гладиаторы и не травильщики дичи, но территориальный инстинкт у них все еще силен. Канарский дог – порода очень неоднозначная, которая может нанести серьезный ущерб животному или человеку. Эти собаки имеют внутреннюю агрессию и могут быть беспощадны в бою, а поэтому действительно считаются бесстрашными животными. Собак этой породы использовали не только в качестве охранников, охотников, пастухов и перегонщиков скота, но и как собак для боев. Канарский дог слишком умен и доминантен, чтобы подчиняться неуверенному в себе новичку. Владельцу необходимо обладать твердым характером, навыками дрессировок и знаниями об особенностях этой породы. Если начинающий собаковод подбирает себе питомца, то данную породу можно сразу упустить. Бразильский фила, также известный как бразильский мастиф. Очень серьезный и мощный пес, который имеет прекрасные сторожевые качества. Идеально подходит для охраны частных территорий. Бесстрашный и немного высокомерный, к посторонним проявляет агрессию и злость. Имеет огромную физическую силу. Эта собака определенно не для всех. Представители этой породы очень преданы и верны, любящие своих хозяев собаки, однако не каждый способен обуздать такого волевого и невероятно сильного собаку. Когда-то филов использовали для охоты на ягуаров. Теперь можете представить себе, какой мощный темперамент у этого пса. Поэтому справиться с ним сможет далеко не каждый. Характерной чертой этой породы является способность собаки хватать жертву среднего размера мертвой хваткой, но не душить и не рвать в клочья, а удерживать до прибытия охотника. Гампр, армянский волкодав. Порода гампр – это большая, мощная и очень сильная собака, а также смелая, невероятно преданная и умная. Это очень крепкие и здоровые собаки, которые практически не болеют. С самого начала своего существования эти собаки были больше, чем просто животные, служащие людям. Они помогали на охоте, в поле, в хозяйстве, охраняли скот и были просто друзьями. Это очень грозная, думающая и очень самостоятельная порода, которая порвет любого, кто станет у нее на пути. Одно из главных отличий армянского волкодава от большинства других собак является его исключительная самостоятельность и нежелание подчиняться кому попало, а также способность интуитивно предугадывать опасности и работать на опережение.
Гампр ни в коем случае не цепная и тем более не квартирная собака. Дрессировку начинать необходимо с самого детства. Ведь непослушная собака – катастрофа, а непослушный гампр – апокалипсис. Кавказская овчарка – порода крупных сторожевых собак с решительным и бесстрашным характером. Отлично справляются с пастушеской и охранной деятельностью. Они всегда преданы одному хозяину. Большинство кавказских овчарок – смышленные, уравновешенные и вполне адекватные питомцы, с закаленным характером. Качества, которые потребуются хозяину кавказской овчарки в процессе обучения питомца – это всегда терпение и выдержка. Кроме того, необходимо установить тесный эмоциональный контакт с животным, благо представители этой породы отличаются развитой интуицией и легко определяют настрой хозяина по его мимике и голосу. Если вы хотите завести кавказскую овчарку, то имейте в виду, что у вас обязательно должен быть частный дом с широким двором. Канна Корса. Крупная порода и поистине легендарная, ведь это прямые потомки римских боевых собак. На протяжении многих веков эти умные и послушные псы служили своим хозяевам, охраняя их дома, помогая на охоте и в поле. Порода Канна Корса – это крупногабаритная, массивная, мускулистая и хорошо слаженная собака с телосложением атлета. Собака с широкой головой и короткой мордой, с черным носом и сильными челюстями. Имеет благородный, уравновешенный характер и практически никогда не разменивается по мелочам. Эти собаки сохраняют в себе гордость и силу своих великих предков, что видно с первого взгляда. Канна Корса обладает отличными охранными качествами. Территорию, на которой обитают хозяин и члены его семьи, она считает своим пространством и охраняет с особой тщательностью. Порода Канна Корса хороша для содержания в квартире. Повседневный уход за псом не составит вам никакой сложности, и все благодаря его короткой шерсти и тонкому подшерстку. Американский питбуль-терьер. Питбуль – крепкая собака среднего роста с коротким шерстным покровом. Питбули изначально разводились для собачьих боев. Хозяевам нужны были только победы, и потому больше всего ценились животные сильные, упорные, выносливые и агрессивные. Данная собака довольно мускулистая и подвижная, с мощными челюстями и малой чувствительностью к боли. Пит нуждается в постоянном внимании хозяина, и если вы человек занятый, постоянно погруженный в работу, то пес этой породы вам не подойдет. Японский мастиф. Тоса Ину. Тоса Ину – величественная, массивная и смелая порода собак, пришедшая из Японии. Это единственная порода собак, которая до сих пор легально используется в собачьих боях, но в некоторых странах, таких как Англия, Ирландия и Дания, эта порода собак запрещена законодательством. Внешне псы выглядят грозно, в жизни это спокойная и надежная собака. Выбирая собаку Тоса Ину в дом, заводчикам следует учитывать, что красавцы не претендуют на роль украшения городской квартиры. Японский мастиф лучше всего подходит для содержания в частном доме или коттедже, где во дворе для него достаточно места. Этот питомец будет усердно охранять свои владения. Среднеазиатская овчарка. Алабай – это очень выносливая, уверенная в своих силах и бесстрашная собака, обладающая сильным защитным инстинктом. Благодаря превосходным охранным качествам алабаи с давних времен использовались для караульной службы, защиты домашнего скота от хищников и охоты на зверя, порой в несколько раз превышающего их по размерам. Считается, что предками алабаев были тибетские мастифы, боевые месопотамские псы, пастушьи собаки или, другими словами, древнейшие среднеазиатские породы. Владельцы среднеазиатских овчарок должны ясно понимать, что дрессировка и правильное воспитание такому сильному животному, к тому же проявляющему ярко выраженные защитные реакции, необходимы по определению. Американский бандог. Это относительно новая порода, нечистокровная американская порода собак, полученная путем скрещивания различных пород мастифов. Собака создавалась специально для того, чтобы осуществлять сторожевые функции, а также могла искать то, что требуется. Заводчики стремились создать пса, способного быть таким же ловким, как питбуль-терьер, но одновременно мощным, как мастиф. Короче говоря, собак этой породы выводили, чтобы получить надежных телохранителей и охранников. Бандог – крупная массивная собака с хорошо развитой мускулатурой и мощным скелетом. Один лишь внешний вид собаки вызывает устрашение. Бандог активный и беспощадный, если его вывести из себя. Бандоги отличаются крепким здоровьем и отменными качествами сторожа. Воспитание и дрессировку американского бандога нужно начинать с первых дней появления его в доме. Американские бандоги отлично подойдут людям, которые ведут активный образ жизни, а также умеющие воспитывать бойцовых собак. Хозяин должен быть готов тратить время на обучение,
выгул и воспитание. При правильном воспитании бульдог будет верным защитником своего хозяина. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.